Прослушайте беседу с больным 33 лет. Больной окончил авиационный институт, женат, имеет сына 6 лет. В психиатрический стационар поступил впервые в 1991 году. Был возбужден, нарушился сон, отмечалось повышение настроения. По миновании приступа вернулся к работе. Последнее обострение возникло примерно за месяц до настоящей беседы. Андрей Федорович, мы сейчас находимся здесь в больнице. Вот главный вопрос. Есть ли у вас какое-то заболевание? Чувствуете ли вы себя больным? Заболевание? У меня есть заболевание гепатит С, однозначно. Я чувствую себя больным, но только в этом плане. Дело в том, что больница психиатрическая, поэтому нас, конечно, интересуют какие-то расстройства или ваше самочувствие вот именно в сфере психики. Ну, я говорил, прежде всего, адекватность. Мы базируемся на слове адекватность. Значит, я себя чувствую абсолютно адекватно, я. Но это я, конкретная личность, я могу ошибаться. Есть люди, которые рядом со мной, они чувствуют, что я веду себя неадекватно. Так вот эти люди, которые, это мои близкие родственники, это жена и мать, прежде всего, чувствуя, что я веду себя неадекватно, поместили меня в больницу. Я им за это благодарен. Потому что, прежде всего, если человек сам не может себе дать самооценку какую-то, то это должны сделать за него близкие родственники, что они и сделали. Значит, в данном случае помещение в больницу абсолютно адекватно моему поведению и, значит, правильно. Ну вот в этом смысле тогда, просто раз уж мы заговорили о больнице, вы здесь себя чувствуете уютно? Как дома. Как дома. Даже уютнее. Здесь намного уютнее, здесь можно спать, в конце концов, спокойно. Не надо никуда ехать, не надо никуда спешить. Здесь тебя накормят обедом, в конце концов. Разбудят, чтобы дать таблетки. А там все это дома приходится делать самому. Праздник, а не жизнь. Не жизнь, а благодать, Юрий Геннадьевич. Ну хорошо. Тогда вот все-таки немножко еще нам расскажите о себе. Вот в каком плане. Кто вы по профессии? Профессия у меня достаточно суровая. Создание ракетно-торпедного оружия, кораблей и подводных лодок. Это моя профессия. Но, к счастью, по ней я не работал ни одного дня. И не приведи Господь, не приведи Господь, если меня заставят работать по моей профессии. А почему вы так напряженно об этом говорите? Ну, я не хочу делать оружие. Ну, а, собственно говоря, раз вы этим не занимаетесь, значит, реально-то чем вы занимаетесь? Реально я занимаюсь да всем чем угодно. Ну, например. Все-таки ваша работа. Моя работа — создание будущего. Может быть, расшифруйте все-таки. Что значит создание будущего? Создание будущего. Расшифрую. Это проектирование, оптимизация, создание локальных сетей и производство определенных процессов, которые должны иметь место в будущем. Вот и все. Ну, немножко вы запутанно это все сказали, нам попроще. Неясно, да. Ну хорошо. Вот есть у вас мечта какая-то. Я должен эту мечту сделать былью. Только и все. А у вас есть такие возможности? Есть. Способности? Есть. Тогда вот расскажите нам о своих способностях и возможностях. Ох, я все могу. Когда человек, который может все. Ну, попросите меня что-нибудь конкретно сделать, и я сделаю это. Ну, проще, наверное, вам сказать, что вы умеете. Я умею делать оружие. Так. И могу этим оружием защитить любого человека, любую. Я не могу не могу допустить того, чтобы у ребенка капала слезинка, понимаете? Для меня это равносильно поражению. Если ребенок где-то заплачет, для меня это равносильно поражению. И я создам любое оружие, чтобы эта слезинка никогда не упала, понимаете? Это моя работа. Но в мире достаточно много войн. Пока. Да. Пока наша контора еще не развернулась. Ну, контора-то, она есть контора. Она же будет делать свое дело, она все равно будет пробиваться вперед. Это пока мы не можем следить за всем. Но бывают уже поля, которые мы захватываем из будущего, где уже дети не плачут. Но пока их мало. Ну, это очень воинственная область. А есть что-нибудь более, так сказать, менее воинственное? Есть красота. Красота, оценка красоты. Черный квадрат Малевича — это вообще предел, это высшая мера достижения человеческой красоты. Точнее не скажешь, поймите, черный квадрат. Рамка. Это рамка. И в ней лицо. Было лицо человека, которого ты хотел увидеть. Понимаете? Вот он. А вместо лица пепел. Тебя сожгли. Тебе нельзя знать это лицо. Ты не имеешь права это знать. Но мой вопрос касался ваших способностей все-таки и возможностей. Вы художник? Вы имеете в виду, что вы можете нарисовать нечто подобное или что?
Ну, я могу нарисовать, не знаю, может быть, Джоконду смогу нарисовать, я не знаю своих возможностей и своих способностей. Я их, к сожалению, я как всякий человек знаю мало о своих возможностях и способностях. Что, о чем вы знаете? Я знаю одно, я могу не спать неделю. Это абсолютно четко и жестко и проверено. И чувствовать себя гораздо лучше, чем я сейчас себя чувствую. Вот. Ну что я еще могу? Могу не есть месяц. Совершенно спокойно, без всяких последствий. Пробовал. Вот. Могу войти в холодную воду вот сейчас, и ничего со мной не сделается, не случится. Могу. Да много чего могу, наверное, не знаю. Просто, понимаете, есть какие-то конкретные... Если хочешь услышать ответ, задай вопрос. А вы спрашиваете расплывчато. А можете, вы меня спросите конкретно, можете танк уничтожить? Могу. Можете ракету сбить? Ну, могу. Как? Вот как вы это можете сейчас сделать? Ну, сейчас танк. Элементарно, ребята. Сахар пару килограммов найдется? Так. Так, аптека, нитроглицерин. Так, от сердца. Так. Пару кусков. О, трубопроводные трубы. Отлично. Ракетная установка готова, можете считать. Кумулятивный заряд остановит любой танк, который будет покажется здесь поблизости. Я умею делать из сахара взрывчатку, из водопроводных труб оболочки реактивных снарядов, а уж посчитать кумулятивную массу и критические массы заряда, это, ребята, это мой хлеб. Понимаете? Поэтому остановить танк мне проще, чем вы думаете. У меня из подручных материалов я сделаю все, чтобы его остановить. Понятно. Это входит просто в вашу профессию. Конечно. А скажите, а какие-то вот способности, которые, может быть, сверх того еще у вас есть, может быть, которых нет у других людей непрофессиональных? Вы понимаете, опять вопрос расплывчатый. Какие это возможности? Вот вы задали про танк вопрос, я вам конкретно ответил, что я могу его остановить. А когда говорят какие-то, ну, какие-то, наверное, есть, но я не знаю какие. Я пишу стихи, допустим. Так. Вот, писал, вернее, когда-то у меня была несчастная любовь, я писал стихи. А сейчас, ну, я не знаю, что, понимаете? Ну, я вы знаю, сейчас пишете стихи? Сейчас нет, сейчас я только Или читаю. вы можете нам прочесть свои стихи, которые вы написали когда-то? Ну, я уже читал эту девочку. Ну, прочтите, потому что я... Ой, я только кусочек помню, я написал всего штук 15. А бывает капнет, словно слезы дождь, милые дождинки, вам мне не помочь. Ветерок, играя, шелестит листвой, на душе печально, нет меня с тобой. Белые березы, красный свет рябин, для чего мне это, если я один? Ну, так, в таком стиле, там было штук 15 написано, это был большой, только кусочек запомнил. Все остальное надо поискать, может, найду где-нибудь. Рукописи не горят, как говорится, может, что-то и осталось. Что же сейчас такое состояние, что к вам ваши близкие, вы сказали, все-таки стали предъявлять претензии и потребовали? Как вы считаете, что их не удовлетворяет? Вот это вопрос сложный. Я не знаю, что их не удовлетворяет. Им хочется, чтобы было так, как они хотят, понимаете? Чтобы действительно, что вот у них есть муж, который должен вести себя адекватно мужу. Ну давайте все-таки не про них будем говорить, а про вас. Как вы себя ведете так, что им это не нравится? Ну, им не нравится, что я названиваю по телефону. Я могу с телефона не слезать вообще, наверное, ну, месяцами. То есть обзванивать своих знакомых там и так далее. Им это не нравится, им это кажется странным. Почему это я вдруг схватаюсь за телефон и набираю десятки номеров, звоню в Инкомбанк, звоню, ну куда я только не звоню, в разные конторы. Инкомбанк чаще всего звоню. А зачем вы звоните? Ну, там две такие девочки сидят классные, Инна и Лена, и мне с ними просто приятно пообщаться. И там есть еще мой старый друг, вице-президент Инкомбанка Преображенский Владимир Владимирович, с которым мы не одну скорку картошки вместе съели, мы с ним вместе в общежитии жили. Мне просто кажется, что жена может быть недовольна, если муж звонит каким-то девочкам, просто чтобы с ними поболтать. Нет, тут как раз даже не в этом дело. Она недовольна не потому, что звонит каким-то девочкам. Я звоню по делу, действительно, не поболтать, а по делу. Мне нужен Преображенский, и я звоню. Но он занят постоянно. Ну, вице-президент Инкомбанка, нагрузка большая, я его понимаю. А мне надо ему объяснить кое-что. Ну а еще кому вы звоните? Вы же не только в Инкомбанк целый день звоните. Да, еще звоню Катюше. Да. Это та, которая будет нашей императрицей. А это что? Зачем вы ей звоните? С какой целью? Ну, узнать, как она себя чувствует, подготовить ее потихоньку. Ей же сразу нельзя говорить, кто она есть на самом деле. Боже упаси, то еще испугается. Но и всю ее работу... Напротив, потому что это осталось за рамками. Что это за Катюша? Объясните, пожалуйста. Тут как, понимаете, Катюша, она создала критическую массу атаки. То есть я сейчас перед вами, я атакующий лидер, в общем-то. То есть она сделала то, что в области кораблестроения сделать считается невозможным, в области создания атаки. Вот понимаете, наши всегда пытались сделать, всегда кораблестроители всех стран пытались сделать лидер атаки.
Лидер атаки, понимаете? Она же медик, я не понял, почему Она еще и на скрипке играет, понимаете? Так вот, лидера атаки создать считается невозможным. Если его создать, значит он должен быть всю жизнь быть в атаке. И поэтому всегда делали эсминцы. На 38 узлов, там приличный эсминец, хороший эсминец, он выполнял свою роль. Так вот, она, выйдя один раз на берег моря, выходила на берег Катюша и сыграла песню на скрипке. А я как раз сидел рядом. И этот момент произошло создание критической массы атаки, после чего перешел уже переход в области создания ракетно-ударных атак. То есть, понимаете, как идет вперед Россия, как шла вперед Россия всегда. Впереди шел лидер. Или это был Петр I, или это был Потемкин, как у Екатерины II, или кто-то еще. Но шел лидер, обязательно впереди шел лидер атаки. Вот. И вот различная схема атакующих лидеров, то есть создание атакующих лидеров, это была путь России. То есть Россия не шла вперед не сама, ее ввели лидеры. Или Петр I. А какая роль здесь вашей Катюши во всей Создание лидера. То есть я в данном случае это лидер. Лидер атаки. А она императрица, как положено. Она сейчас императрица или будет? Будет императрицей. Ну сейчас вот еще напугаете. В каком же государстве? В российском. Российская империя. Которая будет от Балтики и до Средней Азии. И Порт-Артур. И все, что мы потеряли, мы все вернем. Я за этим прослежу. Моя контора проследит. Но вот в 91 году вы впервые попали к психиатрам. Да. Скажите, какие-то необычные явления психические у вас до 91 года уже были или нет? Были. Какие же? Понимаете, меня всегда поражало то, что мне верили все. И враги, и друзья. Вот, верили. Вот я говорю, что-то надо делать. И люди берутся, даже не спрашивая, а кому это надо, а что из этого будет. Меня всегда это поражало. И вот особенно, когда я попал к психиатру, как раз еще Путч под руку подвернулся, не кстати. Если бы не Путч, может быть, они бы еще и как-то самое, это вышли. Было до Путча? Нет, это было в день Путча я попал, то есть 19 августа. В день Путча меня забрали в психушку. Так. Вот. Почему же вас забрали? Ну я же объяснял, объясните еще раз, пожалуйста. Хорошо, попробуем. Так, 19 августа 1991 года, Путч. В это время я начинаю делать производство. Производство, которое должно было делать бижутерию, серебряные туфельки. Вот. Ну, в общем, я привлек к этому делу десятки людей, которые никак мне подчинены не были. То есть совершенно посторонние люди. Они работали так, что было страшно мне самому. То есть они уходили с работы, когда у них ключи падали из рук, гаечные ключи. То есть люди уже не могли держать гаечные ключи в руках. До того момента они еще что-то крутили. Вот. Потом они, правда, возвращались снова. Ну, так, парадокс. Вот. И получилось так, что я уже не спал неделю к тому времени. Вот. И очень боялся, что мне будут мешать. И я пошутил неудачно. Я сказал, что вот эта штука, мне схема. Там светодиоды, 3, 5, 10, что эта штука может рвануть, если меня тронут. Тогда они испугались не на шутку, те, кто отвечал за эту территорию, обесточили всю территорию к чертям собачьим и вызвали милицию, чтобы меня прибрать к рукам куда-нибудь. Скажите, какое настроение у вас тогда было? Такое же, как сейчас. То есть? Атакующий потенциал. Но это что, злое? Нет, доброе. Добро, зло не может наступать, поймите. Зло может только защищаться, добро может атаковать. Добро, только добро. А вообще, кстати, я очень сильно пытаюсь найти зло в этом мире. И не удается, никак не удается. Нет зла в мире. Нету. Есть несовершенство добра. Понимаете? Несовершенство добра. А зла нет, как такового нет. Есть красота, есть несовершенство красоты. Есть добро, есть несовершенство добра. А зла как такового я не вижу. Поэтому мы мучаемся, потому что у нас нет. Сейчас настроение хорошее. Отлично. Андрей Федорович, может быть, я не задал вам какой-то вопрос, который вы хотели бы как раз обсудить, или о чем бы вы хотели рассказать, а я вам не дал такой возможности. О любви. Любовь – это самое святое чувство, которое есть у человека. И моя самая большая мечта, чтобы исполнилась, то есть моя самое заветное желание, чтобы исполнилась моя мечта. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь, ты меня никогда не увидишь, ты меня никогда не забудешь.
Ой, я знаю, кто это будет. Ну, а ваша жена к этому не имеет никакого отношения? Не, она мне разрешила, в принципе, все это делать. Вот, то есть тут у нас с ней морально-этические вопросы утрясены. Но это не моя жена, это другая женщина, которую я люблю уже 15 лет. 15 лет я с ней был в разлуке, но никого помочь мне не просил. И пусть сегодня дней осталось мало, и меркнет свет, и кровь не горяча, я в 100-й раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Ну, все, тогда, значит, у меня больше вопросов нет. А у вас? Нет, спасибо. Андрей Федорович, скажите, пожалуйста, вот ваше нынешнее состояние и ровное, какое вам больше нравится? Мое нынешнее. Нынешнее, чем оно вам так? Атакующим потенциалом. Я чувствую, когда чувствую себе силы сделать все, понимаете, абсолютно все. Ну, например? Ну, опять, например, ну, танк остановить, я вам остановлю, я вам уже объяснял. Да. Ну, самолет сбить, я вам самолет собью. Ну что у вас, неуемная энергия такая? Да, На протяжении дня? на протяжении дня. Не, ну, поспать, конечно, хорошо, у вас вот такие подушки мягкие, сказка. Ну, а спать все-таки хочется или может Конечно. без сна хватит? Могу без сна, но поспать хочется. Ну, поспать. Отдохнуть-то надо все-таки, сколько уж можно. Мгм. И фон настроения такой? Такое. Какой? Такой хороший, приподнятый, веселый. Но у вас какие-то разрушительные наклонности. Какие Бог дал? Вы у нас тут не будете крушить, там, Нет, стрелять? Боже ничего? упаси, я вас тут пылиночки буду сдувать. Ручки только целовать бы разрешили, а тут прям как эти самые. На улице можно, а здесь нельзя. А Ну, на прям, улице делали? конечно, Ходили к дамам ручки целовать? конечно. Ну, А что как такое? они на это реагировали? По-разному. Кто цветы хотел подарить, кто говорил, да не надо, в другой раз. Ну, женщина есть женщина, с ними это самое. С ними осторожно. А женщина самое коварное существо, которое создал Бог. О Боже. Ну что ж, тогда все. Да, хорошо. Андрей Федорович, последний раз. Скажите вам об этом состоянии еще раз. Больной говорит с напором, не всегда соблюдает дистанцию в беседе. Настроение повышено, легко отвлекается на побочные темы. Склонен переоценивать свои способности. Некоторые его высказывания можно расценивать как бред величия. Демонстрирует повышение воли и влечений, стремится к общению, особенно к общению с противоположным полом. Не чувствует скованности в присутствии посторонних, охотно поет, читает стихи. Игнорирует любую отрицательную информацию, не тяготится пребыванием в больнице. Все перечисленные симптомы характерны для маниакального синдрома.